Я в прошлой части повозмущалась, что Илья Моравский воевал в отряде имени Винниченко. И после того, как опубликовала видео, заинтересовалась, как такое могло случиться. И я нашла, кому пришло в голову назвать отряд повстанцев именем Винниченко. Оказывается, рядом с родным селом Ильи Моравского, Мардаровкой, находятся Перешори, откуда родом известний агроном Євген Чекаленко. Євген Харлампійович любив Винниченка як рідного сина. Аж так, що присвятив майже половину своїх мемуарів. И Винниченко даже прятался одно время на хуторе Чекаленко. И в июле 1918-го жители Мардаровки приняли участие в восстании против гетмана Скоропадского во главе с другом Евгена Чекаленко Владимиром Винниченко. К чему привело это восстание, вы знаете. Оно открыло путь хлынувшим в Украину большевистским ордам с востока. А теперь возвращаемся, собственно, к Илье Моравскому, которому поставили задачу поехать домой на советскую сторону и выяснить, что там и как. Канал Ірини Коновець-Поплавської. 1 января 1923 Моравский получил документ на переправу в Криулянах. Решено было воспользоваться услугами контрабандиста Сергея Дебулата, жителя села Кошница. И когда лед на Днестре наконец стал, то 18-19 января Илье удалось переправиться в 22:00 на советскую сторону. Утром на подводе Дебулата он отправился в родную Мардаровку к младшему брату Ивану. И то, что он узнал, ввело Илью в ступор. Иван предоставил ему реальную картину мира. Оказалось, что многих украинских деятелей уже нет в живых. Советская власть укрепилась, жизнь входит в нормальную колею, и по сравнению с прошлым жить можно. Но Илья брату не поверил. Он подумал, что 25-летний Иван слишком молод, чтобы что-то понимать, и вспомнил слова Георгия Заярного, который утверждал, что в Украине ведут подготовку к антибольшевистскому восстанию масса советских служащих, украинских деятелей, а Центральный повстанческий штаб во главе с полковником Дорошенко работает на полных парах. Иван слезно попросил брата не присылать к нему информаторов, но Илья был непреклонен. Вместо этого он затребовал схемы передвижения военных частей. Иван в ответ на такую настырность передал ему только газеты, журналы и чистые бланки советских учреждений. Тогда Илья сообщает брату и 18-летней сестре Евгении, что теперь их дома – это явочные квартиры. Здесь, в Мардаровке, и на станции Бирзула, где Иван проживал на казенной квартире, как служащий управления службы движения 3-го участка. Наконец, Илья отдал родственникам пароли для информаторов и через 3 дня уехал. Но поехал он не прямо на Криуляны, а сначала поездом в Одессу, чтобы найти какого-то орла и узнать от него более подробно об украинских организациях и деятелях. Но начальник станции, где служил тут орел, сообщил ему, что такой у них уже не работает, потому что год назад его расстреляли. Ошеломленный Илья Моравский через сутки только смог выехать на станцию Затишье, но вследствие заносов просидел на станции Раздельной целых 5 дней. Но когда добрался до станции Затишье, то оказалось, что денег у него всего 10 миллионов, а на подводу в Дубасары запросили 45 миллионов. Пришлось идти пешком. За 3 дня он добрался до Днестра в районе между селами Дородская и Кошница. Когда Илья вернулся в Кишинев, то сразу же побежал к Пирогову, рассказал ему о своих сомнениях, о том, что видел и слышал, и потом вручил советские газеты и журналы, которые получил от брата. Но Пирогов не смутился от таких удручающих новостей, а тут же сделал из Моравского посмешище и сказал, что он отсиделся неизвестно где, потом купил какие-то газетки, а сам ничего не видел и не слышал. И чтобы добить его окончательно, показал письмо Георгия Заярного, где тот утверждал, что Украина накануне всеобщего восстания против большевизма и что 75% советских служащих – сторонники УНР. Возражать Моравский побоялся, потому что тогда бы его мигом записали в предатели и изменники. Но скучать было некогда, его ждали 2 новости.
Во-первых, Заярный вытребовал себе Петра Стахова, и тот уехал в Украину для подпольной работы. Во-вторых, зеленые нашли все-таки подход к новому французскому атташе и снова взяли все переходы под свой контроль. Но выходка Моравского имела последствия. Пирогов достал документы на пункт в Бендере для Ивана Стахова и двух своих информаторов, а Моравский и его информаторы остались за бортом. Моравский понял, что попал к Пирогову в немилость. В мае 23-го Пирогов вместе с Петром Стаховым выехали из Кишинева в Черновцы, где им рассказали о предстоящем переходе Тютюнника в Украину. По возвращении Пирогов начал работать и на румынскую разведку и получил псевдоним Петровский. Пару слов о Стаховых. Сами они, как мы говорили, родом из села Бушинка. Отец Стаховых служил на железной дороге, сестра их была замужем за учителем Бианковским в Гайвороне. Весной 23-го Александр Стахов, которого характеризовали как безответственного человека, выехал в Киев, чтобы стать связным Тютюнника. А брат его Петр Стахов направился в Харьков под фамилией Гайдабор или Гайдабур. Там он должен был встретиться с еще одним младшим братом, членом партии КПБУ, и при его помощи устроиться на ответственную должность. Не знаю, кто тот брат из Харькова, но был еще один брат Никифор Стахов, 1902 года рождения, тогда еще служащий в Гайсинском окружном отделении ГПУ. Через месяц в Кишинев пришло от Петра Стахова письмо, в котором он призвал каждого сознательного украинца ехать в Украину для подпольной работы, а также для борьбы с криминальным бандитизмом, который страшно развит и приносит вред, и он не ожидал, что Моравский усомнится в планах грядущего грандиозного восстания. Когда Моравский прочитал письмо, он понял, что ему уже не доверяют, и догадался, что Пирогов на него донес. И он решил во что бы то ни стало связаться с Петром Стаховым напрямую, чтобы понять, что вообще происходит. И Моравский пустился на хитрость. В первых числах мая он пошел прямо к французскому начальнику разведки капитану Арно и сказал ему, что он порвал с Пироговым и предложил свои услуги. Арно согласился на это и вернул Илье пункт в Криулянах. И Моравский теперь уже под протекторатом французской разведки начинает вербовку информаторов среди интернированных и перебрасывать их через границу. Взамен ему приходилось всего лишь поставлять Арно ежемесячно не менее 20 южноукраинских газет. Первыми, для кого Моравский выпросил документы, были Анисим Юзленко, Никон Солодкий, Илья Говоруха и Антон Погребниченко. И в июле он посылает этих четверых в Украину с наказом найти Петра Стахова хоть из-под земли, так как уже пошли слухи, что Стахов где-то пристроился комиссаром в Харькове. Кратко расскажем, что это были за люди. Юзленко, 43 года, уже ему, как мы помним, приехал из Бухареста с Федорченко, так как он работал в его артели, и Федорченко взял его, чтобы он служил проводником. Но когда перейти границу тогда не удалось, Юзленко остался в Кишиневе, жена его проживала в Рымаривке, но детей у пары не было. В свое время Юзленко повоевал в армии УНР, поэтому пришлось ему бежать в Румынию, когда его красные хотели арестовать. И так он жил в Кишиневе без определенных занятий и без жилья. За это время у него дома поселились какие-то две женщины-приживалки. В общем, такая вольная птица. И Юзленко начал выполнять поручения Моравского, возить ему из-за границы газеты и разведданные. Однажды он приехал и сказал, что привез очень ценную инфу и протянул такой солидный пакет с сургучными печатями. Но это оказалось несколько газет и какой-то детский букварь. В общем, такой был дядька, хотел поработать шпионом, но у него плохо получалось. Так, второй Никон Солодкий, 35 лет, родом из Бандурова, жена и 4 детей. И Погребниченко Антон, о нем ничего не известно, кроме того, что он родом из Дубасар. А вот Илья Устимович Говоруха, 1895 года рождения, он дорог нам вдвойне. Во-первых, Говоруха уроженец села Войсковое Солонянского района, во-вторых, он повстанец из отряда Федорченко в 1919-20 годах. Говорухе дали отдельное задание
и потребовали вернуться через 2 месяца. И тут у нас сюрприз. Нашла я потомков Ильи Устиновича, и мы можем его лицезреть. Говоруха поехал домой войсковой, где его ждали жена Татьяна Никитовна с 2-летней дочерью Екатериной. Кстати, был у него еще брат Александр Устинович Говоруха, младший на 4 года, который так и остался в Румынии. И вот Илько Говоруха, Никон Солодкий и Анисим Юзленко пересекли границу в Криулянах, попали в Погребье и переночевали на хуторе Вовчий, где-то возле Рымаривки у дяди Юзленко. Потом Солодкий и Говоруха ушли дальше, и Говоруха назад не вернулся, он забил на все это шпионство и был из тех, кто имел единственную цель попасть домой. О Говорухе мы сделаем отдельное видео. Через время Юзленко вернулся в Кишинев с 20 старыми газетами. Когда Моравский отдал их Арно, тот выразил недовольство и поставил Моравскому на вид, что эти газеты никуда не годятся и такие у него уже есть. Потом вернулись Солодкий и Погребниченко и признались, что Стахова им найти не удалось. Тогда Моравский снова вытребовал документы на Юзленко и Погребниченко. Он поставил себе цель, чего бы это ему не стоило найти Стахова, чтобы тот развеял его сомнения. Через 12 дней Погребниченко вернулся с 12 газетами. О Стахове опять никаких известий. На другой день Моравский послал Никона Солодкого, но его румыны обстреляли, и он чуть не утонул. Солодкий пришел совершенно голый к Моравскому. 10 дней он приходил в себя, а потом таки переправился в Украину на поиски Петра Стахова. Как мы видим, Моравским овладел этот психоз. Он находился в подвешенном состоянии, он не верил брату и почему-то решил, что Петр Стахов его единственный надежный источник информации. И однажды по возвращении с Украины Юзленко к Моравскому сразу не пошел. Илья его встретил только на другой день абсолютно случайно у французского консульства. Юзленко сказал, что Моравский ему уже не нужен, что те газеты и журналы, что ему дает его брат Иван, он и сам может купить, и что ему надоело до чертиков рисковать жизнью ради идеи и потребовал оплату его труда. И объяснил, что теперь он будет работать самостоятельно, как профессиональный шпион. В руках его были газеты и журналы, которые он собрался передать напрямую французскому атташе. То есть продать. Моравский сказал, что ему профессиональные шпионы не нужны. Отдал Юзленко за газеты 3000 лей, а от организации отстранил. Но из-за этой истории Моравский поссорился с французами и стал работать с румынами. Летом Моравский засылал к своему брату и Зеленого, Головко Усатого, и Юзленко, и Солодкова, несмотря на то, что брат его просил больше ему никого не присылать. И вот 5 сентября Пирогов уехал в Каменец-Подольский по делам, а всю его работу принял на себя Моравский. В это же время вернулся с очередного задания Солодкий. И, о чудо, на этот раз он не только нашел неуловимого Петра Стахова, а даже привез от него письмо как подтверждение, что Солодкий с ним виделся. Письмо было адресовано Илье Моравскому, Пирогову и брату Ивану Стахову. Петр Стахов сообщал, что он прибыл из Холодного Яра с 32 казаками и находится в Балтском уезде и требовал послать к нему для ведения подпольной деятельности в первую очередь командный состав, чтобы успешно бороться с уголовным бандитизмом, который страшно развит и приносит вред. Моравский с Солодким поразмыслили и решили, что надо предложить кандидатуру Родиона Федорченко, потому что кто еще атаманисте среди них всех. И Моравский сказал, что он должен предварительно переговорить с помощником Пирогова Родионом Федорченко. Поехали к Федорченко, и тот согласился, но с условием, что с ним поедет Андрей Богуславский, как честнейший из эмигрантов. И действительно, у Богуславского была такая репутация скромного, порядочного и честного человека. Кто такой Богуславский? Андрей Фадеевич Богуславский, 1897 года рождения, то есть ему было 25 лет на то время, родом из хутора Ближнего около Тирасполя. В 1919 служил в Тираспольской контрразведке как обер-офицер для поручений в добровольческой армии. Отступал с белыми до Могилева-Подольского, а там присоединился к украинской армии полковника Вдовиченко. Это был Вдовиченко Александр Иванович. Из Могилева-Подольского уже в должности помощника начальника командира связи Богуславский двинулся на Польшу. По дороге бои с большевиками вели,
потом он оказался в эмиграции в Варшаве, затем в Румынии. Работал на разных работах. В 1922 познакомился с окружением Гулова-Гуленко, помощником его Степановым, Порфирием Черненко-Черным, Василием Поплавским. Их резиденция была на улице Пирогова, 54 в Кишиневе. Это такая тихая была улочка на берегу озера. Степанов сказал, что документ он Богуславскому достанет, но за это тот должен съездить на советскую сторону с разведкой. Богуславский согласился, побывал дома, но потом, как честный человек, зачем-то вернулся в Кишинев. Он рассказал, что в Украине голод и привез несколько газет. Но когда его потом опять посылали с заданием, он категорически отказался. И вот Богуславский решил перейти границу в последний раз, пойти домой и там остаться. И тут он знакомится с Федорченко, они поговорили о всякой всячине и поняли, что у них одна мечта – попасть в Украину. И Федорченко взялся это устроить через Моравского. И тут вопрос. С остальными понятно. А с какой целью наш батька-атаман так рвался в Украину? Так вот, настроение его на то время передал Илья Моравский. Цели шпионажа на советской стороне у него не было. И насколько мне пришлось познать Федорченко, то если он и предпочитал борьбу, то только с оружием в руках. Запомним эти слова. То есть Федорченко все-таки верил, что придет время, и его навыки атамана станутся у нагоди. Напомним, что в Украине у него ни семьи, ни имущества. Вообще нет ради чего туда возвращаться. Масса эмигрантов остались жить на Западе, там заводили семьи и таким образом уцелели. Возможно, нам подсветит этот момент и тот факт, что украинский консул УНР Василий Поплавский ставил Федорченко палки в колеса и не выдавал визу в Украину, потому что считал его представителем левого украинского течения, а значит близкого к большевикам. Кстати, так я не узнала, откуда родом этот Василий Поплавский и его дальнейшую судьбу. Теперь возвращаемся к другим кандидатам на переправу. Кроме Федорченко, которого Петру Стахову предложили, сам он потребовал перевозчика Левка Горницького, Леонтий Иванович Горницкий, 1892 года рождения, то есть ему 31 год. Родом из села Китросы Ямпольского уезда, потом это село переименовали в Довжок. Он участник партизанского отряда своего односельчанина Семена Ильницкого, который оперировал в Тульчанском округе. Как контрразведчик Горницкий указывал Ильницкому о расположении советских войск, участвовал иногда в налетах, но проживал дома. Когда Ильницкого убили в ноябре 20-го, то Горницкий с женой уехали в Бессарабию. Также Петр Стахов вызывал к себе и самого Моравского. Илья тогда как раз приболел и пытался откараскаться от этого предложения и сказал, что сможет переправиться только через месяц, но увидятся они на переправе. Потом Солодкова отправили назад к Стахову на советскую сторону, а Моравский начал заниматься добычей документов. И эти зеленые продолжали играть роль ангелов-хранителей. Они у французского атташе были на первом месте, имели на него огромное влияние и постоянно препятствовали украинцам в переходе границы. Зеленые жаловались на Моравского и генеральную сигуранцию, и командующему Бессарабией, и подозревали его в связях с большевиками. Но и Моравский был настырный. Чтобы не подвести, не дай бог, Петра Стахова, он решил пойти другим путем и подкупил каких-то ответственных румын. Сказал им, что это контрабандная тема, и пообещал отстегивать от контрабанды 50 тысяч лей в месяц. И тогда ответственные румыны согласились выдать ему документы в неограниченном количестве. Моравский потребовал бумаги для Родиона Федорченко, Андрея Богуславского и лодочника Левка Горлицкого, а новым лодочником назначил Григория Кавуна. Неофициально были выданы документы еще двоим. Первый – это Турундяк Амелян Трохимович, 25 лет, родом из Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Устянская волость, село Кедрасовка. Турундяк отличался от всех тем, что был совсем неграмотный. Зато он воевал в отряде атаманов Жука, Кощевого, Заболотного. Потом познакомился со Стаховым Петром в мае 21-го, когда Петр Стахов заменил Заболотного. И Турундяк стал правой рукой Стахова, так как был очень исполнительный. Вместе со Стаховым он эмигрировал в Румынию, в лагерь Родео Маре.
И второй – это Щербатый Филимон Тихонович, 1902 года рождения, то есть вообще ему было 20 лет, родом из села Куныче Тульчинского уезда. Щербатый воевал в отряде Дорошенко, потом с ним и ушел в Бессарабию. Как видим, все молодые хлопцы, 20-25 лет, и только Федорченко уже 38-летний. И вот Моравский приносит документы лично на квартиру Федорченко, где находился и Богуславский, на блюдечке с голубой каемочкой. Также надо упомянуть, что во время подготовки переправы Федорченко имел разговор с одним из тайных агентов ГПУ, в котором сообщил, что Пшонык, который тоже был связан с зелеными, перевез через Маякский пункт много оружия на советскую сторону, и оно хранится у жены какого-то белогвардейского офицера Сологуба на хуторе Снегуровка Херсонской губернии. И где-то 10 сентября Моравский поехал в Криуляны на пункт, где готовилась переправа, чтобы передать участок Кавуну, так как на следующий день туда должны были прибыть люди. И тут Юзленко узнает от Федорченко, что тут выезжает в Криуляны, и что на советской стороне уже подготовлены и ждут его лошади. И Юзленко решил этим воспользоваться и прибыл в Криуляны вместе со всеми, думая пробраться домой под прикрытием партизанского отряда Петра Стахова. При этом у Юзленко, в отличие от других, были документы от самого французского атташе. И вот Иван Стахов и все остальные собрались на переправе Криуляны и 2 дня ждали Моравского. Между собой разговаривали, что все присоединятся к отряду Петра Стахова, который якобы борется в Украине не на жизнь, а на смерть, и, истекая кровью с перебинтованной головой, ждет помощи. 12 сентября 1923 в 21:00 должны были доставить лодку в намеченное место. Примерно такой пейзаж там был. Все отъезжающие собрались, и когда Моравский увидел Юзленко, чуть язык не проглотил от такой наглости. Но Федорченко вписался за Юзленко, и Моравскому пришлось смириться. Но он решил при встрече с Петром Стаховым доложить ему об этой ситуации, чтобы тот принял самые серьезные меры вплоть до суда или даже расстрела изменщика Юзленко. Благодаря интригам ангелов-хранителей зеленых, Ивана Головко-Усатого и Владимира Уренюка лодку им в тот день не доставили. При этом с советской стороны был слышен шум спускающихся с горы людей и бряцание оружия. Через несколько минут был подан сигнал о подходе отряда к берегу. И тогда казак Филимон Щербатый, услышав голос Никона Солодкова и Петра Стахова на том берегу, снял одежду и бросился в Днестр вплавь. На том берегу он сообщил Стахову, что лодки сегодня нет, а будет завтра, так что и переправа будет завтра. После этого Щербатый вернулся вплавь и рассказал, что Стахов чуть ли не с боями пробирался к берегу и по дороге снял 2 советских патруля. И если завтра не будет большого переполоха по Днестру на советской стороне, то отряд Стахова вторично проберется к Днестру. И 13 сентября с самого утра Моравский лично принял самые энергичные меры по лодке. Командир румынской пограничной стражи в Криулянах извинялся, что вчера лодку не доставили, но всю вину возложил на лодочника Горницкого, который ему об этом не доложил. И действительно, в 8 часов вечера 3 румынских пограничника доставили лодку. В полночь снова услышали шум на советской стороне, бряцание оружия и условный сигнал бросания камня в реку. Тогда лодку быстро спустили на воду и немедленно началась переправа. В лодке находились Моравский Илья, Федорченко Родион, Богуславский Андрей, Горницкий Леонтий, Щербатый Филимон, Турундюк Емельян и Юзленко Анисим. На советской стороне Петр Стахов всех прибывших разделил на 2 группы и отправил на гору, там, где располагался его отряд, а Моравский остался со Стаховым внизу. Стахов начал уговаривать Моравского ехать с ним вглубь Украины для получения директив от самого центрального штаба, на что Моравский ответил, что у него разрешение от румын пробыть на советской стороне не более часа.
Стахов настаивал, что это приказ от центра, и Илья обязан его выполнять. И если он не поедет добровольно, то его силой повезут. Из-за того, что Илья имел физический недостаток, его наверх понесли на руках, потому что сам он бы никогда на эту гору не взобрался. Наверху Стахов познакомил Моравского с вооруженным мужчиной в кожаной тужурке и русой бородой, как представителя от Скляра. Ему сказали, что в этом районе проходят маневры советских войск и придется сделать большой крюк, чтобы попасть в Подольскую губернию. Так они прошли 20 километров по дороге, никаких частей армии не встречали и добрались до города Григорияполь. Там остановились у большого дома без охраны. У Моравского закралось сомнение, что все это не похоже на продвижение партизанского отряда, которым они якобы являлись. Он вошел в здание, окинул его взглядом и заметил что-то какое-то учреждение, хотя и пустое. После этого ему заявили, что все они в руках ГПУ. Моравский поначалу не поверил, не хотел в это верить, такого быть не может. Ему показалось, что это какой-то розыгрыш. И даже когда один из сопровождающих показал удостоверение начальника КРО ГПУ, то Моравский сказал, что такое удостоверение может иметь хоть бы кто. Но когда утром его переодели в форму красноармейца, пришлось поверить, что все они действительно в руках ГПУ. Ну, вы поняли, все это была агентурная разработка, операция «Сеть». Здесь остановимся. Как мы говорили, аматоры-шпионы против профессионалов-чекистов. И вся эта история случилась потому, что ее участники находились в паутине дезинформации и пропаганды. Это страшная вещь. Люди теряются и верят в то, что хотят верить. Им кажется, что они кого-то используют, а на самом деле юзают их. И Петлюра всему этому виновник. Он был одержим на этом всеобщем восстании. И однажды я прочитала в показаниях одного повстанца такі слова. У Петлюри була тенденція із регулярної армії посилати в запілля чи то до большевиків, чи то до білих своїх людей, щоб запроваджувати там повстання. То есть, эта манечка преследовала его много-много лет. При этом он надеялся на Тютюнника, который стал за эти годы совершенно потерянным человеком, психическими и семейными проблемами. Тютюнника чекисты опутали на раз, а тот, как главный паук, опутывал своей паутиной и других своих сторонников. Многие понимали, что что-то как-то не так. Сколько знаков судьбы им подавалось, с неба чи откуда там, не перечесть. Кроме тех знаков, что мы упомянули, было много того, чего мы не знаем. Например, как-то раз Никон Солодкин на квартире у Моравского в присутствии других эмигрантов сказал, что Петра Стахова на советской стороне амнистировали, и он служит в ЧК. Но все это пролетело мимо ушей тех, кто уже что-то задумал. И если вы думаете, что вы не такой, то это маловероятно. 73% населения легко попадают в такие вот расставленные для них сети. Даже если они думают, что все перепроверяют. Где перепроверяют? У таких же расставленных на их пути докопаться до истины пауков. И, конечно, сыграла роль недооценка врага, вера в то, во что хочешь верить. Каждый этим страдает в той или иной степени. Это видно по детективным фильмам. Часто следователь как вопрется, что преступник тот, кто ему удобен, начинает ловить только ту инфу, которую можно притянуть к его версии. Остальные факты он отсекает и на них не реагирует. Так вот, еще 12 июня Никон Солодкин добровольно явился в Балтское погранотделение и пытался легализироваться и амнистироваться. Сначала он ничего лишнего не рассказывал, но его, естественно, раскрутили. Чекисты его прижали и направили в Румынию. Он переплывал через Днестр, чуть не утонул, румыны его обстреливали. И Солодкин, обычный многодетный дядька, стал типа двойным агентом. Потом он пытался отказаться от сотрудничества с ГПУ, но это уже было невозможно. Никон Солодкин окончательно запутался. А 23 июня арестовали точно таким же макаром, как и наших 6 в Криулянах, Юрия Тютюнника при помощи того самого Петра Стахова,
который стал сотрудничать с чекистами еще в феврале 23-го. Тютюнник со своим телохранителем и помощниками прибыл в отдаленный хутор на румынском берегу Днестра, и там Заярный ему сказал, что на другом берегу его ждут представители Верховной Рады и Петр Стахов. В 11 часов вечера световой сигнал с украинского берега дал знать, что Тютюннику и его товарищам можно переходить реку. Тютюннику тоже там что-то ёкнуло внутри, и он послал своего телохранителя убедиться, что это не ловушка. Но паук Стахов пришел вместе с телохранителем и успокоил Тютюнника до такой степени, что тот только и видавив із себя: «Петро, я знаю тебе багато років, а ти знаєш мене. Ми не підведемо одне одного. ВВР – це фікція, чи не так?» «Та ні», – відповів Стахов, – «я знаю їх усіх, особливо тих, хто зі мною сьогодні. Ти знаєш, що можеш покластися на мене». Как видим, все находились в состоянии безусловного доверия к Петру Стахову. Что касается Пирогова, то когда он уехал в сентябре из Кишинева и оставил вместо себя Моравского, то направился в Каменец-Подольский пограничный отряд, где его принял особый уполномоченный ГПУ УССР по операции перехода Тютюнника Леонид Семенович Варшавский. Пирогов прожил в квартире Варшавского несколько дней, затем его доставили в Харьков, где и произошла его эпическая встреча с Тютюнником, и Пирогов тоже стал двойным агентом. Ну, вы понимаете, все, кто пересекал границу, а потом возвращался в Кишинев, как в том культовом фильме «Факультет», большинство из них стали уже как бы укушенными, в данном случае не пришельцами, а чекистами. Никому из возвратившихся с советской стороны нельзя было доверять безусловно. Если вы играете в шпионские игры, то должны были это понимать, что всех надо перепроверять на предмет вербовки. Вместо этого все делалось наоборот. Когда из Мордаровки вернулся засомневавшийся Моравский, то его просто заплевали. И вот 9 сентября операция «Сеть» перешла в конечную стадию. Готовили ее начальник контрразведывательного отдела ГПУ УССР Василий Тимофеевич Иванов, Сергей Арсентьевич Барминский, уполномоченный 4-й группы Сторожев, а также Заковский Леонид Михайлович. И чекисты даже ломали голову, кого отправить на границу в Криуляны, Петра Стахова или Пирогова, чтобы принять 3 офицеров – Моравского, Федорченко и Богуславского, и 3 казаков – Турундюка, Горницкого и Щербатова. Юзленко, как видим, никто не ждал. Он сам напросился на свою голову. Первая версия была послать Пирогова, потому что он гораздо влиятельнее Стахова, а Стахова намеревались отвезти в Харьков, чтобы оба завербованных пока что не встречались, потому что были знакомы по 18-20 годам, когда вместе воевали. Но Пирогова забраковала Одесская ГПУ. Причины: по Румынии связей не имеет, далек от политики, плюс нежелание самого Пирогова. Ему предложили какое-то шпионское письмо написать в Румынию к Митрофану Очередько, а он даже это простое задание провалил. Сначала неохотно согласился, но потом переписывал письмо 3 раза, и в Одесском ГПУ поставили вердикт: Пирогов личность малосимпатичная, скрытная и недалекая по умственному кругозору. Заподозрили, что он пытался сочинить письмо таким образом, чтобы расшифровать всю работу ГПУ. Тем не менее, такая двоякость не помешала Пирогову 29 сентября отослать нежное письмо товарищу Иванову из Одессы, где он жаловался на несостоявшееся свидание со Стаховым и Барминским и передавал привет Юрию Иосифовичу Тютюннику. Что касается Ивана Стахова, то когда он узнал, что группа с Моравским благополучно переправилась к его брату Петру, то и сам захотел на советскую сторону и уговорил 2 знакомых с ним отправиться. Эти 2 были Самборик Михаил Васильевич, 24 лет, родом Кучская Слободка, Струкская волость. Самборик воевал за УНР в 59-м Запорожском полку в качестве писаря, а потом в полку січових стрільців Гната Порохівського, і Складаного Василя, родом из города Лубны, атамана Альгопольщины. Втроем они переправились 9 октября в районе Бендеры-Кицканы. Их никто не встретил, но когда они прошли верст 70, всех арестовали в селе Захаровка и отправили в Одессу.
Естественно, после ареста ГПУ стало задержанных вербовать, чтобы в дальнейшем использовать с целью парализовать деятельность французской контрразведки. Срок на принятие решения давали 24 часа. Чекисты возлагали большие надежды на Моравского Илью, отмечали, что он поддается вербовке и уже готовили его к отправке в Румынию, надеясь, что он продолжит дело Петра Стахова, который задерживался в Харькове. Потом от заброски Моравского отказались, но пытались хотя бы отправить от него в Румынию письма. А вот Стахова Ивана 23 октября послали в Румынию с двумя письмами. Первое к Зеленому Пшонику, а второе к самому Хусереску, чтобы прощупать почву, что тот думает о Петре Стахове и вообще. Хусереску оказал Ивану Стахову теплый прием, сказал несколько приятных слов о его брате Петре Стахове и дал ему 600 лей. Получается, что Хусереску пока что не был осведомлен о том, кто такой Петр Стахов. Через 2 дня Иван Стахов связался с Пшоником, и тот передал Стахову Петру письмо, в котором сообщал, что Тютюнник сотрудничает с советской властью. То есть и Пшоник не ведал о том, кто такой Петр Стахов. Так он всем задурил мозги. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А 3 ноября судьбой Федорченко занялся уполномоченный Одесского губотдела ГПУ 25-летний Александр Васильевич Веброс, по национальности латыш. В органах ЧК и ГПУ он уже работал пару лет. И Веброс выдает постановление о привлечении Федорченко в качестве обвиняемого в шпионаже, как-то в собирании сведений, имеющих характер государственной тайны для иностранных держав. А 5 ноября Федорченко заполняет в тюрьме вот такую анкету. Арестован Тираспольским ГПУ 14 сентября 23-го, беспартийный, рабочий, работал на вокзале в Кишиневе грузчиком, образование среднее, горный техник. Подданство УССР и большими буквами «Холост». В это время румыны наконец узнали, что Тютюнник перешел на сторону советской власти, и пошли аресты. Они арестовали около 300 сподвижников Тютюнника, в том числе того самого работника украинской миссии в Бухаресте Якова Чайкивского вместе с женой. И вот 9 ноября приехал в ГПУ Сексот из Румынии и сообщил, что румыны Якова Чайкивского расстреляли. После этих повальных арестов в Румынии чекисты 21 ноября шлют телеграмму, что Моравский провален, потому что в Румынии его и до этого подозревали в связях с большевиками благодаря хлопотам зеленых. Причем румыны арестовали какую-то Надежду Ивановну, типа невесту Моравского Ильи, так что использовать его уже не представлялось возможным. И ГПУ оказалась в патовой ситуации. Дошло до того, что они рассматривали возможность вербовки Виктора Тюкова и Пшоника. Тюков Виктор был такой монархист, служащий сигуранцы. Он давал Самборику литературу для распространения в Украине, но тот ее не взял. Но Тюкова тоже арестовали за то, что переехал людей трамваем. К Пшонику Сексот побоялся даже идти. Митрофан Чередько и Алексей Бережной исчезли в неизвестном направлении, но оказалось, что Чередько тоже вернулся в Украину и потом сотрудничал с чекистами. Надеемся, что хоть Бережному удалось ускользнуть. Вот и все. Петлюра получает очередной удар, но ему не привыкать. Сам же он в безопасности, что ему? В декабре 23-го он в одном интервью набросился на Тютюнника з такими словами: що стосується генерала Тютюнника, то його політична нестійкість для нашої еміграції не таємниця. Він вже раз переходив до більшовиків, теперішній його перехід до них нікого не дивує, як не здивує нікого і новий крок його в зворотному напрямку, коли ситуація докорінним чином зміниться. Так и хочется спросить, а нафига ты юзал тогда этого Тютюнника, если он ко всем своим проблемам еще и политично настійкий? Но Петлюра этими словами просто выдал свой главный месседж: я не при делах. Это они сами все там затеяли. И 31 декабря 1923, последний день года, чекисты постановили дело Моравского считать ликвидированным, то есть завершенным.
В этот же день, утром, Петлюра скорым поездом покинул Варшаву и под именем начальника пресс-службы украинской миссии Степана Могилы свинтил подальше от границ с СССР в Будапешт. Медлить с отъездом было опасно. В украинской миссии на аллее Роз в Варшаве обнаружили, о ужас, тайного большевистского агента.